Привет, меня зовут Сергей, и сегодня в гостях у нас кот, которого зовут Дон Кихот. А это значит, что сегодня мы с вами сплетем котика. Если вы хотите сплести котика той породы, который живет у вас дома, то вам нужно использовать резинки соответствующих цветов. Если вы хотите сплести сиамского котика, то вам нужно использовать резинки белого цвета и кончики лапок и хвоста сделать просто черного цвета. Если вы хотите сплести тигра, то вам нужно чередовать резинки оранжевого и черного цвета. Но если у вас есть резинки каких-то произвольных цветов, то у вас получится дворовой кот. Итак, поехали! Приготовьте ваш станок и расположите его таким образом, чтобы центральный ряд немножко выходил вперед по сравнению с двумя крайними рядами и чтобы открытые стороны столбиков смотрели на вас. А также приготовьте резинки тех цветов, которые вы будете использовать в процессе плетения. Я сейчас не буду плести кота какой-то конкретной породы, я буду использовать различные цвета. Это бежевый, это оранжевый, это белый цвет и черный цвет. А какие части, каким цветом мы будем делать, это в процессе плетения мы с вами посмотрим. Итак, давайте начнем. А начнем мы с вами с плетения хвоста нашего котика. Хвост состоит у нас из 8 двойных петелек. И давайте посмотрим, как их сделать. Я предлагаю хвост сделать из бежевых резинок, а на конце, например, несколько черных сделать. Нам нужно на один из рядов, допустим, вот на этот правый ряд, накинуть 8 пар резинок. Сначала берем 2 резиночки, накидываем первую пару, затем еще 2, накидываем вторую пару. И таким образом нам нужно накинуть всего 8 пар. Третья пара бежевая, четвертая пара бежевая, пятая пара бежевая, шестая пара бежевая, а седьмую и восьмую пару мы с вами сделаем черного цвета. Поэтому приготовьте резинки черного цвета и накидываем одна пара и, наконец, накидываем вторая пара. Давайте еще разочек посчитаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Все верно. Теперь берем одну резинку черного цвета и накидываем ее на последний столбик. При накидывании эту черную резинку нам нужно накрутить 4 оборота. Один оборот уже накручен, второй оборот, третий оборот и четвертый оборот. Теперь самым обычным способом мы с вами вот отсюда должны вперед эти резиночки переплести. Внутри заводим крючок, отодвигаем ту резинку, которая у нас 4 оборота накинута. Изнутри захватываем нижнюю пару черных резинок и накидываем на впереди идущий столбик. Далее еще одна пара черная идет. Бежевые пошли. Первая, вторая, третья, четвертая и последние 2 пары. Теперь приготовьте какой-нибудь карандаш, зубочистку или маленький крючок от резинок, который в пакете обычно бывает, если у вас такой есть, и вставьте его в последние резинки, таким образом, чтобы мы с вами эту конструкцию сняли и она не распустилась, потому что этот хвост нам понадобится немножко чуть позже. Придерживаем резинки рукой и снимаем со станка. Вот у нас хвост готов. Теперь давайте сделаем лапы. Сначала начнем с задних лап. Берем в этот раз 3 резинки, ну, например, тоже бежевого цвета, и накидываем их на первый столбик и на второй столбик, любого из рядов. Теперь берем 2 резинки и давайте нижнюю часть лап мы сделаем тоже черного цвета. Поэтому берем пару черных резинок, накидываем ниже, и теперь берем 3 черных резинки, чтобы сделать ступню. Ступня должна быть немножко потолще, чем основная нога, и поэтому мы берем 3 резинки. Итак, здесь у нас используются 3 резинки, здесь 2, здесь 2, здесь опять 3. На последний столбик нам нужно накинуть резинку черного цвета и накрутить ее здесь 4 оборота. Второй оборот, третий оборот, четвертый оборот. Теперь точно таким же образом нам нужно сделать и вторую ногу. Давайте сделаем ее на самом левом ряду.
Берем 3 резинки бежевого цвета, накидываем их с первого на второй столбик левого ряда. Теперь 2 резинки бежевого цвета, накидываем дальше. Опять 2 резинки. Можно, кстати, сделать, чтобы одна нога была немножко темнее. 2 здесь использовать, а на другой ноге можно использовать одну. Ну, можно использовать и все черные. Тут как хотите, потому что мы какой-то конкретной породы не придерживаемся. 2 резинки и теперь накидываем 3 резинки. На последний столбик, как обычно, накидываем черную одну резинку и накручиваем ее здесь 4 оборота. Второй оборот, третий оборот, четвертый оборот. Теперь эти обе ноги нам нужно сплести. Сначала заводим крючок, отодвигаем резинку, которая 4 оборота накинута. Изнутри захватываем 3 черных резинки, накидываем их вперед. Далее идут 2 черных, 2 бежевых и 3 бежевых. Накидываем на последний столбик. Здесь тоже слева точно так же плетем. Изнутри захватываем 3 самых нижних черных, накидываем на впереди идущий столбик. 2 черных, затем 2 бежевых и 3 бежевых. Теперь возьмите еще один маленький крючок, если у вас есть. Если нет, то какой-нибудь карандаш подойдет. И заводим его внутри первого столбика. Через все резиночки, придерживаем их пальцем, чтобы они не слетели, и снимаем эту заднюю ногу со станка. Вот одна нога, и вторую снимаем точно так же. Заводим сюда крючок, придерживаем пальцем и снимаем со станка. 2 задних ноги у нас готовы. Теперь нам нужно сделать 2 передних ноги. 2 передних ноги у нас по длине получаются не 4, как задние, а 5 петелек. И мы с вами начинаем с 2 резинок, накидываем их с первого на второй столбик по правому ряду. Затем берем еще 2 резинки, накидываем со второго на третий, с третьего теперь на четвертый. И теперь можно опять взять черные резинки, накинуть одну пару и далее накинуть еще одну пару черных резинок. Чтобы нижняя часть у нашего котика была черной, нижняя часть лап, а верхняя будет бежевой. На последний столбик накидываем резинку черного цвета и накручиваем 4 оборота. 3, 4. На левом ряду сделаем точно такую же копию вот этой передней ноги. Кстати, ступню нам здесь тоже нужно сделать толще, поэтому нужно накинуть не 2, как мы сделали, а 3 резинки черных. Поэтому давайте я еще одну черную резинку накину. Слева с первого на второй столбик пару резинок. Чуть ниже тоже пару резинок. Далее опять 2 резинки. И теперь черные пошли. Черная сначала пара. А теперь 3 резинки. 1, 2, 3 беру и накидываю их вот сюда. На последний столбик тоже накидываем одинарную черную резинку и накручиваем ее здесь 4 оборота. Отлично. Берем крючок и производим плетение. Изнутри заводим 3 и захватываем 3 черных и вперед гоним 2 черных, 2 бежевых, 2 бежевых и 2 бежевых. Это у нас одна нога, лапа. Здесь 3 берем изнутри, накидываем вперед, 2 берем, накидываем вперед и так далее. Готово. Теперь давайте опять крючочек возьмем. Я возьму тот же, где у меня хвост лежит. Хвост немножко отодвину. Заводим крючок вот сюда. Через все резинки, которые находятся у нас на последнем столбике, придерживаем пальцем и снимаем эту лапу со станка. Одна лапа есть и вторую точно так же. Заводим крючок, придерживаем пальцем и снимаем со станка. Вот и передние лапы у нас готовы. Они нам чуть позже понадобятся. Сейчас давайте мы с вами займемся телом. Тело мы с вами тоже будем делать из бежевого цвета. Накидываем 2 резинки с первого столбика левого ряда на первый столбик центрального ряда. Теперь берем еще 2 резинки. В процессе создания тела нашего котика мы с вами будем практически всегда накидывать по 2 резинки. Теперь ниже накидываем пару резинок, ниже,
накидываем пару. И еще ниже, уже по левому ряду, накидываем тоже пару резинок. Теперь возьмем черные резинки. Сейчас мы с вами будем делать вот эту часть, которая находится вокруг глаз. Берем черные резинки и накидываем их со второго столбика левого ряда на второй столбик центрального ряда. Еще две резинки вот сюда. Теперь еще берем черные резинки и накидываем их вот таким образом, чтобы у нас получился ромбик. Вот такой ромбик у нас получился, а по центру нам нужно, чтобы эту дырочку закрыть, накинуть две резинки бежевого цвета. И пускаем чуть ниже. Теперь продолжаем делать мордочку. Накидываем справа пару резинок, по центру накидываем пару резинок и слева накидываем тоже пару резинок. Теперь эту мордочку нам нужно заканчивать, поэтому мы с вами сводим к центру бежевые резинки, справа сводим к центру и слева сводим к центру. Голова у нас готова, теперь нам нужно сделать шею. Шея состоит из 4 резинок, поэтому берем 4 резинки, чтобы она у нас, шея была более толстая и крепче держала голову. И накидываем шею вот таким образом. Теперь делаем плечи. Берем 2 резинки бежевого цвета, направо накидываем и накидываем налево. По одной резиночке на каждом ряду, по одной паре резиночек накидываем вниз. Справа пара, по центру пара. И пара идет у нас по левому краю. Теперь, точно так же, как мы с вами делали вот здесь ромбик, нам такой же ромбик нужно сделать и на самом туловище, чтобы оно у нас немножко покрепче было. Накидываем вот здесь бежевые резинки. В отличие от головы, мы здесь используем те же резинки, которые на теле у нас используются. То есть основные бежевые. Сюда пара. И по низу таким образом. И еще пара идет вот сюда. Вот такой ромбик у нас получился. Теперь нам нужно по каждому из рядов спуститься вниз еще на 3 пары резинок. Давайте по правому ряду накидываем сначала пару, далее накидываем еще одну пару, еще накидываем пару. Этот ряд у нас готов. Теперь давайте по левому ряду точно так же сделаем. Накидываем сначала одну пару, затем еще одну пару и еще одну пару. Отлично. Теперь давайте это тело закруглять. Закруглять будем к центру и делаем это следующим образом. Берем 2 резинки и накидываем их вот с этого на этот столбик. Но при накидывании эту резинку мы с вами закручиваем 8, чтобы получилось перекрестие. Справа точно так же мы с вами берем пару, перекручиваем ее 8 и накидываем на правый столбик. Теперь вот эту часть нам нужно закрыть резинками. Берем 2 резинки бежевого цвета, накидываем их вот так. Далее берем еще 2 бежевых резинки и накидываем их вот так. Теперь давайте возьмем тот крючок, на котором у нас накинут хвост. Хвост нам нужно накинуть вот на эти 2 ножки, на эти 2 столбика. Одну часть хвоста берем, вот эту петельку, и накидываем ее на последний столбик туловища, вот на этот. А другую часть, которая у нас сейчас на крючке находится, нам нужно накинуть на соседний столбик по этому центральному ряду. Так, одну пару, а вторая пара резинок у нас идет вот на предыдущий столбик. Отлично. И теперь крючок снимаем. Вот смотрите, каким образом у нас накинут сюда хвост. Так, чтобы хвост нам не мешал, мы его с вами вот в эту ложбинку помещаем. И таким образом он у нас закреплен. Теперь берем резинку бежевого цвета, одинарную, скручиваем ее вдвойне. И нам ее нужно накинуть треугольником.
Треугольник один нужно накинуть вот здесь. Второй треугольник нужно накинуть вот здесь. И третий треугольник нам нужно накинуть вот здесь. Берем, как я уже сказал, одинарную, закручиваем восьмеркой и накидываем вот на эти два столбика сначала. А затем берем крючок, и чтобы легче нам было сделать треугольник, мы с вами натягиваем просто и накидываем на впереди идущий столбик. Затем берем еще одну резинку одинарную бежевого цвета, закручиваем ее восьмеркой, не восьмеркой, а вдвойне, и накидываем на следующие пары столбиков. Так, и чтобы получить треугольник, берем, натягиваем и на впереди идущий столбик накидываем. И, наконец, нам нужно накинуть последнюю бежевую резинку, тоже скрученную вдвойне, на те столбики, которые завершают у нас тело. Накинули на 2 и теперь, натягивая, образуем треугольник. Отлично. Теперь давайте сделаем вот что. Сделаем глаза и носик нашему коту. Глаза мы с вами будем делать из резинок синего цвета. Если у вас есть бусины, то можно использовать бусины, как я, например, сделал вот при создании данного кота. Сначала я покажу, как сделать с помощью резинок. Берем одну резинку, накидываем ее на крючок и накручиваем ее 4 оборота. 3 оборота, 4. Берем еще одну резинку синего цвета и чуть дальше накидываем тоже 4 оборота. Второй оборот, третий оборот, четвертый оборот. И вот у нас 2 резинки по 4 оборота. Теперь берем одинарную резинку бежевого цвета. И все эти обороты, которые у нас сейчас есть, мы с вами скидываем с крючка на эту резинку. Если у вас есть бусины, то вы просто 2 бусины накиньте вместо вот этих резиночек на резинку бежевого цвета. Теперь смотрите, размещаем эту резинку между треугольниками вот этого ромба. По центру, то есть черных. Вот здесь у нас получается. Так и так. И эта резиночка у нас двойная. Одну часть нам нужно взять, разъединить и накинуть чуть выше. Вот так. И у нас получились глаза по разным сторонам. Отлично. Теперь давайте сделаем носик. Носик можно сделать или розового цвета, или какого-нибудь фиолетового. Я, например, сделаю фиолетового. Накину на крючок 4 оборота фиолетовую резинку. Затем беру резинку бежевого цвета. И все эти обороты скидываю на нее. Натягиваю и скидываю. И эту резиночку мы с вами должны накинуть чуть ниже тех столбиков, на которые мы с вами накидывали глаза. То есть вот здесь. И стараемся разместить этот носик по центру. Теперь давайте сделаем с вами уши. Уши делаются следующим образом. Давайте сделаем уши, например, из черного цвета. Берем одну резинку черного цвета, немножко отступим, чтобы не мешать самому телу. Накидываем треугольником. Затем берем резинку бежевого цвета и накидываем по центру треугольника чуть ниже. Затем берем резинку одинарную, скручиваем ее в 2 оборота и накидываем ее вот так. Раз и 2 на эти 2 столбика. Справа нам нужно поступить точно так же. Возьмем одинарную резинку, скрутим ее 2 оборота и накинем раз и 2 сюда. Так, теперь это ухо нам нужно сплести. Перед тем, как плести, нам нужно накинуть вот сюда резиночку черного цвета и закрутить ее здесь 4 оборота. 3, 4. Теперь берем крючок, изнутри заводим его, отодвигаем резинки, которые у нас накручены 4 оборота, захватываем черную двойную резинку, которая у нас находится выше всех, снимаем ее отсюда и накидываем на столбик, к которому она принадлежит. В моем случае это правый столбик. Опять заводим, захватываем опять черную пару резинок, снимаем их с этого столбика и накидываем на тот, которому она принадлежит. Теперь нам нужно здесь изнутри захватить
одинарную резинку, которая у нас треугольная, снять ее с этого столбика и накинуть на центральный. Справа поступаем точно так же. Заводим крючок изнутри, захватываем одинарную черную резинку и накидываем ее на центральный столбик. Немножко опускаем вниз. И, наконец, заводим крючок, отодвигаем резинку, которая 4 оборота накинута, и бежевую снимаем. Это ухо у нас готово, теперь его можно снимать со станка. Чтобы это было легче сделать, я сначала сниму вот отсюда и вот отсюда черные резинки. Теперь заводим крючок внутрь этого столбика, сквозь все резинки, придерживаем пальцем и снимаем со станка. Вот у нас ухо получилось. На крючке сейчас у нас находится 5 резинок. Уши у нас должны располагаться вот здесь и вот здесь. Одно ухо у нас слева, конечно. Берем, натягиваем все резинки и накидываем их на то место, где должно быть ухо. Вот одно у нас ушко. И теперь давайте сделаем еще одно. Оно делается точно так же. Берем резинку одинарную, накидываем треугольником. Теперь берем бежевую, накидываем по центру. Берем теперь черную, складываем вдвойне. И накидываем вот на эти два столбика. По правой стороне накидываем точно так же. Натягиваем сначала двойную, скручиваем вдвойне и накидываем вот сюда. Перед тем, как производить плетение, накидываем сюда одинарную и накручиваем ее 4 оборота. 3, 4. Берем крючок, заводим изнутри, захватываем двойную черную резинку, в моем случае она принадлежит правому столбику, и накидываю на правый столбик. Далее здесь изнутри заводим, берем двойную резинку, накидываем на левый, то есть столбик. Теперь мы с вами займемся треугольной резинкой, заводим изнутри крючок, отодвигаем вот эту двойную, изнутри забираем одинарную, накидываем на центральный. И здесь тоже изнутри забираем одинарную, накидываем на центральный. И, наконец, вот здесь изнутри, отодвигая ту резинку, которая 4 оборота накинута, изнутри захватываем бежевую и накидываем на впереди идущий столбик. Перед тем, как снимать, сначала с боков мы с вами снимем. Теперь проденем крючок внутри столбика и, придерживая все резинки, снимаем это ухо со станка. Нам нужно его накинуть вот на этот столбик. Натягиваем все 5 резинок, которые у нас сейчас находятся на крючке, и накидываем на столбик, где и должно быть ухо. Теперь мы с вами можем перейти непосредственно к плетению. Плетение здесь не самое простое, поэтому будьте внимательны. Начинаем вот отсюда. Прежде чем начать, нам нужно на самый последний столбик накинуть резинку бежевого цвета и накрутить ее здесь 4 оборота. 1 оборот, 2 оборот, 3 оборот и 4 оборот. Теперь внутри заводим крючок, отодвигаем ту резинку, которая как раз 4 оборота накинута, и захватываем пару резинок, которые находятся на самом верху. В моем случае это пара центральных резинок. Берем их и накидываем на центральный ряд, на впереди идущий столбик. Далее заводим опять крючок и захватываем пару резинок, которые у нас следующие по высоте. В моем случае эти резинки к правому столбику принадлежат, поэтому я на правый скидываю. И, наконец, пару резинок, еще одну, мы с вами скидываем на левый столбик. Теперь нам нужно накинуть задние ноги вот на эти два столбика. Напомню, задние ноги это те, которые более короткие, и те, у которых вот здесь по 6 резинок на конце. Берем одну из ног, натягиваем все 6 резинок, которые находятся на крючке, и накидываем на соответствующий столбик. Сначала на один, а вторую ногу накидываем на этот столбик. Опять же натягиваем все 6 резинок, которые у нас на крючке находятся. Обратите внимание, чтобы именно все резиночки были накинуты. И крючок вынимаем, придерживая резинки ноги. Теперь нам нужно скинуть вперед резинки, которые у нас относятся к следующим столбикам. Это сделать не очень просто, потому что
много резинок на этих столбиках накинуто, но я думаю, вы справитесь. Изнутри заводим крючок, захватываем пару резинок вот этих, изнутри их захватываем и накидываем на впереди идущий столбик. По центру здесь гораздо проще, нам нужно внизу просто пару захватить и накинуть на впереди идущий столбик. Теперь справа тоже будьте внимательны, захватываем именно пару, которая в самом низу находится и которая относится к впереди идущему столбику. Резиночки можно другие придержать, чтобы они никуда не убежали, и эту пару накидываем вперед. Теперь еще дальше идем, отодвигаем резинку треугольную, изнутри захватываем пару и накидываем на впереди идущий столбик. Здесь накидываем просто здесь все, ничего отодвигать даже не нужно. Здесь отодвигаем треугольную резинку, захватываем снизу пару и накидываем на впереди идущий столбик. Далее, здесь у нас идут резинки, которые к ромбику относятся, поэтому заводим сначала крючок и захватываем верхнюю пару резинок, в моем случае она относится к правому столбику, и накидываем на правый столбик. Далее, следующая пара у нас относится к левому столбику, накидываем на левый столбик. Теперь нам нужно вот эти резинки снять вперед, отодвигаем резинку треугольную, изнутри захватываем пару, накидываем на впереди идущий столбик. И справа отодвигаем треугольную, захватываем пару, накидываем на впереди идущий столбик. Теперь нам нужно треугольные вот эти резинки вперед на центральный столбик снять. Внутри заводим, и здесь нужно очень внимательно найти те резинки, которые именно относятся к центральному столбику. Я их захватываю и накидываю тому столбику, которому они принадлежат, центральному. И здесь тоже изнутри захватываем пару резинок, снимаем их отсюда и накидываем на центральный столбик. Отлично. И теперь уже можно снять вот эти три резинки, три пары резинок по каждому ряду. Сначала по левому ряду, изнутри захватываем пару, накидываем на впереди идущий столбик. Справа тоже давайте, изнутри захватываем, накидываем на впереди идущий столбик. И по центру отодвигаем все лишнее, захватываем пару, снимаем их с этого столбика и накидываем на впереди идущий. Теперь вот эти плечевые резиночки у нас пошли, но перед тем, как нам плечевые резиночки снять, нам нужно накинуть передние ноги. Берем тот крючок, где у нас находятся передние лапы, и накидываем на плечевые столбики. Натягиваем все резиночки, которые у нас на крючке находятся, накидываем на один плечевой столбик, а вторую лапу накидываем на противоположный плечевой столбик. Натягиваем все резинки. И сюда мы накидываем. Вот так у нас пока получилось. И теперь уже мы с вами можем вот эти плечевые резинки снять с этих столбиков к центру. Но нам нужно, конечно, все лишнее здесь отодвинуть. И быть очень внимательными, потому что резинки все одного цвета. И бывает сложно определить, те мы захватили или не те. И здесь тоже пару вперед снимаем. Теперь шейную давайте снимем, изнутри захватываем, и все 4, обращаю внимание, здесь именно 4 резинки у нас, снимаем их и накидываем на впереди идущий столбик. Это у нас шея. Теперь нам нужно снять резиночки, которые вот эти идут к голове. Но прежде чем их снять, нам нужно сделать щечки. Для этого берем одну резинку бежевого цвета и накручиваем ее на крючке 4 оборота. Второй, третий и четвертый. Отлично. Теперь смотрите, что нам нужно сделать. Сначала заводим крючок внутри шейной резинки и захватываем пару резинок, которая находится выше всего. В моем случае эта пара относится к левому столбику. Я ее отсюда снимаю, но перед тем, как накинуть вот на этот столбик, я снимаю с крючка те 4 оборота, которые мы с вами только что накинули. А вот теперь уже накидываю на этот столбик, которому эти резинки и принадлежат. Справа нам нужно поступить точно так же. То есть взять сначала резинку бежевого цвета, накинуть ее на крючок 1, 2,
3, 4 оборота. Затем заводим крючок изнутри, захватываем пару резинок, которые относятся к правому столбику, снимаем отсюда их и прежде чем накинуть на столбик, скидываем с крючка на эту резинку 4 оборота. И теперь уже накидываем на столбик, которому и принадлежит эта пара резинок. Теперь опять изнутри здесь заводим, у нас осталась лишь пара, которая по центральному ряду, и накидываем на впереди идущий столбик. Обратите внимание на то, чтобы носовая вот эта часть у нас была по центру. Теперь идем дальше. Вот эту резиночку мы с вами вперед погоним, изнутри заводим, захватываем изнутри пару, накидываем на впереди идущий столбик. Здесь справа точно так же поступаем, заводим изнутри, захватываем пару и накидываем на впереди идущий столбик. По центру у нас уже с вами накинуто, и теперь, значит, пришла очередь резинок, которые образуют у нас ромбик, и резинки вот этой центральной. Давайте сначала центральную снимем, потому что она у нас выше по порядку идет. Ее снимаем и накидываем на впереди идущий столбик. Далее у нас идет пара резинок черных, она относится к правому столбику в моем случае. И еще одна пара черных снимаем отсюда и накидываем на левый столбик. Вот такая ситуация пока у нас получается. Все пока идет хорошо и правильно. Теперь давайте посмотрим, какие резиночки у нас с этих столбиков идут самыми верхними. Я завожу крючок, отодвигаю все лишнее. И видим, что выше у нас находится черная пара резинок. Поэтому мы берем эту черную пару и накидываем на центральный столбик. Она и принадлежит центральному столбику. Чтобы глаз у нас немножко вышел, мы его с вами вот сюда вытащим немножко. Справа поступаем точно так же. Захватываем, отодвигаем все лишнее. Захватываем черную пару резинок и накидываем на центральный столбик. А далее все просто. Нам нужно вот эти скинуть 3 резиночки вперед. Отодвигаем все лишнее. Берем пару, накидываем на впереди идущий столбик. По центру отодвигаем все лишнее. Захватываем пару изнутри. Накидываем на центр. И здесь наконец-то захватываем и накидываем на впереди идущий столбик. И нам осталось всего лишь 2 резиночки, 2 пары резиночек, последних, вот этих. Нам нужно крючком завести вот сюда, отодвинуть все лишнее, захватываем самую нижнюю пару, снимаем с этого углового столбика и накидываем на центральный. Справа поступаем точно так же. Заводим изнутри, отодвигаем все лишнее, вынимаем отсюда и накидываем на центр. Так. И теперь перед тем, как снять конструкцию, получившуюся со станка, нам нужно взять одну резинку бежевого цвета, пропустить крючок сквозь все резинки, находящиеся на последнем центральном столбике, накинуть бежевую резинку на столбик и вынуть с другой стороны. Теперь та часть резинки, которая у нас находится на крючке, мы ее ближе к корпусу накидываем, а вторую часть накидываем ближе к концу крючка и делаем петельку вот таким образом. Придерживаем здесь пальцем и теперь давайте снимать. Здесь снимать очень трудно, поэтому помогите крючком каждую резиночку помогая снимать, чтобы они просто не порвались, потому что натяжение здесь действительно у всех резинок довольно серьезное. Некоторые по 4 оборота накинуты, на некоторых столбиках по 8 резинок у нас лежит. Вот и сняли мы с вами котика со станка. Давайте посильнее затянем узелок, который находится сверху на макушке. Ничего у нас с вами не распустилось. Значит, мы с вами все верно сделали. Теперь давайте сделаем вот что. Голову мы с вами сделаем
так, чтобы она стояла ровно, а не так нагибалась. Для этого нам нужно вот здесь эти резиночки немножко вот так потянуть, шейные, чтобы голова у нас смотрела, ну, насколько это возможно, смотрела ровно. Теперь давайте глаза выправим. Глаза должны находиться между черными резинками. Вот один глаз, мы с вами немножко его вот так выправим. И второй глаз тоже вперед немножко выправим. Так. Вот глаза видны. Носик тоже хорошо виден. Можно глаза, кстати, зеленого цвета сделать, желтого. Тогда, возможно, они немножко будут ярче и лучше видны. На ступнях мы сделаем лапки. Для этого вот так немножко тоже на бочок последние резинки загнем. Здесь тоже на бочок. Сзади. Хвост можно тоже закрутить немножко. Так, и попробуем нашего кота все-таки поставить. Да, стоит он отлично, без каких-либо проблем, а сидит вообще прекрасно. Чтобы не торчала вот эта петелька, мы с вами ее можем очень легко вплести. Заводим за какие-нибудь несколько резиночек, которые находятся на затылке, и захватываем эту петлю, вытягиваем ее сквозь эти какие-то резинки. Потом еще захватываем несколько резиночек, и петлю мы с вами продолжаем вплетать. Вот сюда я, например, ее вплету. Все равно, куда вы ее вплетете, абсолютно неважно, через какие резинки. Главное, чтобы эта петля не высовывалась и не была видна. Хотя, если вы на карабинчик повесите такого котика в виде брелка, то тогда можно и не вплетать. Ну вот, котик у нас, в общем-то, готов. Как я уже говорил, вы можете использовать различные цветовые сочетания, и, возможно, у вас получится сделать такого котика, который живет у вас дома. Если вы используете бусины для глаз, то с помощью маркера вы можете нарисовать зрачки, и тогда будет ваш котик с зрачками. Кстати, зрачки можно нарисовать и на резинке, где-нибудь по центру. Для этого я возьму сейчас маркер и вот здесь по центру нарисую черным маркером зрачки. Здесь и здесь. На желтом было бы лучше заметно, но и на синем тоже у нас получаются зрачки. Ну вот, в общем-то, и все. Я надеюсь, что данный урок вам понравился и вы с ним справились. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и пишите в комментариях, какой котик у вас получился. А еще лучше, если вы в нашей группе ВКонтакте выложите фотографии ваших котиков и, возможно, фотографии рядом с вашими настоящими домашними любимцами. До встречи, пока!